Так говорил Заратустра. Это название знаменитого произведения Фридриха Ницше. Однако подлинные пророчества Заратустры затеряны в глубине веков, и лишь отдельные его слова дошли до нас благодаря Авесте, священному преданию зороастрийцев. Большинство сведений о Заратустре подчерпнуто из Авесты, но они чаще всего носят мифологический характер. И это неудивительно. Если дату его рождения невозможно установить с точностью хотя бы до столетия, то о его происхождении, детстве и юности тоже трудно сказать что-либо определенное. Однако о деяниях пророка мы знаем гораздо больше. Заратустра был одним из тех, чье имя стало известно далеко за пределами его родины. Пифагор утверждал, что он неоднократно встречался и беседовал с Заратустрой. Однако у историков есть серьезные сомнения относительно возможности таких встреч. Иранский поэт Фирдауси в знаменитой поэме «Шахнаме» описывает, как князь Виштаспа принимал при своем дворе Заратуштру. Это одно из возможных наименований имени пророка. Впрочем, Шахнаме не историческая летопись, а следовательно, из факта упоминания имени Заратуштры можно сделать лишь один вывод. Фирдауси было известно имя пророка. Каким бы историческим документам ни обращались исследователи, сколько бы ни старались по крупицам восстановить истину, все, что касается жизни Заратустры, по-прежнему остается тайной за 7 печатями. Но гипотез, тем не менее, существует великое множество, и каждая из них имеет право на существование. Вавилонские, греческие и иранские летописи по-разному называют великого пророка. Заратустра, Заратуштра, Зороастр, Вердушт и Зардушт. В имени Заратуштра нет ничего поэтического. Это самое обычное иранское имя, состоящее из 2 частей. Первое имеет несколько значений – желтый, старый и погоняющий. Вторая – уштра, означает верблюд. Нетрудно догадаться, что погонщик верблюда – имя человека небогатого, незнатного и едва ли занимавшего высокую должность. Вероятно, такое несоответствие имени знаменитого мудреца и его происхождения заставило ученых придумать другую версию. Если первую часть имени интерпретировать как «золотой», а вторую прочесть несколько иначе, как «Тиштрия», «Сириус», имя Заратуштра можно будет истолковать как «золотой Сириус». Именно такой точки зрения придерживается в частности французский исследователь Анкетиль Дюперон. Существует еще одна гипотеза. Заратустра – это вовсе не имя, а обозначение жреческого сана. Действительно, такой вариант тоже нельзя исключать. В древности было принято принимать прозвище либо по месту своего рождения, либо по роду занятий. Отголоски этой традиции сохранились в большинстве языков. Например, нас ничуть не удивляют фамилии Бондарь, Ткач или Коваль, но имя – это далеко не самое загадочное в истории жизни Заратустры. Еще большие расхождения во взглядах связаны с местом и датой рождения пророка. Восточные историки говорят, что Заратустра родился через 9000 лет после сотворения мира. Западные историки приводят и вовсе несопоставимые даты. Одни полагают, что пророк жил за 6000 лет до Рождества Христова, другие – за 1000, третьи – за 600 лет. Даже официально признанная датировка жизни Заратустры охватывает ни много ни мало 4 века. Как могло случиться, что об исторической личности сохранились столь противоречивые сведения?
А может, не было никакого пророка по имени Заратустра? Может быть, это художественный образ? Ведь никому из биографов не приходит в голову выяснять подробности жизни Ноя. Все становится на свои места, если допустить, что Заратустра един в двух лицах. Одна его ипостась – сплетение мифов, которые имеют собственные законы развития сюжета. Другая – реально существовавший человек, автор Гад. И каждая из ипостасей имеет собственную биографию. Заратустра, каким его изображают последователи зороастризма, то есть в высшей степени идеализированный образ пророка, потомок царского рода. В Зендавесте говорится, что он родом из Ариана Веи, как и его отец. Магометанские же источники приводят более развернутую картину. Когда Дугда, мать Заратустры, носила его под сердцем, ей приснился вещий сон, настолько ужасный, что утром она в испуге побежала к предсказателю. Ей приснилось, что над ее домом появилось облако, из которого посыпались львы, тигры, змеи, драконы и другие чудовища. Одно из них, самое ужасное, бросилось на нее, чтобы вырвать из ее чрева ребенка и растерзать его. Но ребенок внезапно заговорил. Он сказал матери, что чудовища не могут причинить ему вреда, и ей не нужно бояться. После этих слов с неба спустилась сияющая гора, а из нее вышел прекрасный юноша с жезлом. Чудовища разбежались, кроме 3 самых злых – льва, волка и пантеры. Но и они были вынуждены отступить, когда юноша направил на них свой жезл. Истолковать сон было нетрудно, и прорицатель сообщил Дугде, что ее ребенок станет великим мужем, но вначале ему придется пройти через множество испытаний. Пророческий сон Дугды стал первым из чудес, которые после рождения Заратустры стали происходить одно за другим. Когда ребенок появился на свет, он не заплакал, а засмеялся. Все очень удивились и сочли это хорошим предзнаменованием. Тем временем демоны зла стремились уничтожить пророка. Первую попытку они сделали вскоре после его рождения. Предводитель злых духов подкрался к его колыбели, но только поднял руку, чтобы убить младенца, как рука его отсохла, и он был вынужден отступить. Затем злые духи выкрали Заратустру матери и отнесли его в пустыне, где развели большой огонь и бросили ребенка в пламя. Но когда Дугда отыскала его, Заратустра сладко спал среди бушующего пламени. На нем не было ни одного ожога. В дальнейшем маленького Заратустру похищали еще несколько раз. Его клали на пути стада быков, но самый большой бык закрыл его своим телом, и ребенок оставался невредим. Без единой царапинки он остался и в другой раз, когда его бросили к лошадям, и в третий в логове волчицы. И так всякий раз он чудесным образом избегал опасности. Когда Заратустре было 7 лет, демоны предприняли новую атаку. При помощи волшебства они вызвали на свет ужасных чудовищ, надеясь напугать мальчика до смерти. Всех присутствующих при этом охватила паника, и только Заратустра остался спокоен. Затем его во время болезни поднесли отравленное питье, но пророк оттолкнул его и вскоре стал выздоравливать. О дальнейших годах жизни пророка известно мало. Упоминается лишь, что в 15 лет он приобрел сан священнослужителя и до 30 лет вел чистую жизнь, а затем стал проповедовать свои учения.
Учение Заратустры стало на тот момент революционным. Он заявил, что существует два первичных духа-близнеца – Ахура Мазда и Ангра Майнью, первый из которых выбрал путь добра, а второй – путь зла. Их борьба породила существующий мир и будет продолжаться до конца времен, после чего зло будет окончательно повержено. До того времени на родине пророка поклонялись целому пантеону. Каждой сфере жизни покровительствовало свое божество. Новая религия была одновременно проще и сложнее. Ее сила была в том, что у людей появилась надежда на спасение и смысл жизни, личное участие в битве добра и зла. В родном отечестве, как это обычно бывает, Заратустра не встретил понимания. Он вместе с немногочисленными учениками и ученицами покинул Ариану Вэю и после долгих странствий вышел к берегу моря. Ни лодок, ни кораблей поблизости не было, а переправляться вплавь Заратустра счел неприличным, поскольку с ним были и женщины. Он поднял руки к небу, море расступилось, и Заратустра с учениками спокойно прошел по дну. Не правда ли этот эпизод напоминает Ветхий Завет? В конце концов, небольшой отряд путешественников достиг Ирана. В день его прибытия был праздник, и Заратустра незаметно смешался с пирующими. А ночью он увидел сон, предвещавший успех его новой проповеди в Иране. Приблизительно в то же время он стал пророком, то есть человеком, который наделен даром восприятия божественных посланий. Свой пророческий дар Заратустра обрел чудесным образом. Ему явился добрый дуб и отвел его к Ахура Мазде, верховному божеству. Заратустре было позволено задавать вопросы, и первое, о чем он спросил, было, какое из божьих созданий самое лучшее. И Ахура Мазда ответил: человек чистый сердцем. Затем Заратустре пришлось пройти через множество испытаний: огненную гору, раскаленную медь, изъятие внутренностей. А в конце Ахура Мазда вручил своему избраннику священную книгу Зендавесту и повелел идти ко двору царя Гистаспа и там проповедовать новое учение. С этого и началась история зороастризма, одной из самых, так сказать, человечных мировых религий. Человечность зороастризма проявляется прежде всего в том, что человек в нем выступает не рабом или игрушкой высших сил, а помощником Ахура Мазды в постоянной борьбе добра и зла. Своими добрыми делами, словами и мыслями каждый человек помогает добру, а злыми увеличивает силу зла на земле. Последователи зороастризма должны стремиться следовать истине, Аша, и идти по пути добра, совершая 33 благих деяния. Первое из них – благородство, а 33-е – оказание гостеприимства больным, беспомощным и путешественникам. У грехов в зороастризме свой перечень. Самым тяжким считается содомский грех, а самым легким, но тем не менее вошедшим в список – сожаление о совершенном добром поступке. Мир в зороастризме разделен на 3 эры – творение, смешение и разделение. И каждая из них соответствует свой спаситель. А и появление каждого из них будет возвещать чудо. Когда придет первый пророк, солнце 10 дней и 10 ночей будет стоять в зените. Когда настанет время второго, солнцестояние продлится уже 20 суток, а приход третьего будет отмечен
30-дневной остановкой солнца в небе. Последний спаситель будет призван спасти мир окончательно. Тогда настанет судный день. Мертвые восстанут из своих могил и предстанут перед Ахура Маздой. И те из них, кто окажется осужден на смерть, умрут еще раз, уже навсегда. А праведники получат вечную жизнь. И тогда на земле настанет царство добра, где не будет ни голода, ни болезней, исчезнут все разногласия, и люди сольются под властью единой религии. Но задолго до этой окончательной победы, по предсказанию самого Заратустры, его учение вернется туда, откуда оно вышло. Но вернемся к судьбе Заратустры. Получив повеление Ахура Мазды, он немедленно отправился ко двору Гистаспа. Существует еще два написания этого имени – Гуштасп и Виштаспа. Это был великий правитель древности, царь Персии Дарий I Гистасп, правивший в конце VI – начале V веков. Придворные мудрецы вступили с пришельцем в полемику, но все они были вынуждены признать свое поражение. Заратустра прочел царю несколько изречений из Зендавесты, и тот был очарован его красноречием. Впрочем, само учение он не принял и последователем Заратустры не стал. Узнав об этом, мудрецы принялись очернять Заратустру перед царем. Однажды они тайно принесли в его дом различные вещи, которые считались нечистыми, а среди его одежды спрятали головы собак и кошек, внутренности животных и прочие атрибуты чернокнижья. Затем они пришли к царю и заявили, что Заратустра – обманщик, да вдобавок еще и колдун. Царь пришел в неистовство и повелел посадить Заратустру в тюрьму. Но Ахура Мазда не оставил своего посланника в беде. Случилось новое чудо. Любимый конь царя внезапно лишился ног. Они оказались втянуты в тело. Никто из мудрецов не сумел излечить жеребца. И тогда Заратустра через стражников передал царю, что готов помочь горю. Но взамен поставил 4 условия: принятие нового учения царем, его супругой и сыном, а также новое расследование своего обвинения. Когда согласие царя и его семьи было получено, ноги жеребца отросли одна за другой. Следствие по делу Заратустры доказало, что он не виновен в колдовстве, а нечистые предметы в его жилище подбросили враги. С тех пор Заратустра стал личным советником царя, и недоброжелатели были вынуждены смириться с этим. Он проповедовал свое учение, совершал обряды, и число его последователей неуклонно возрастало. Заратустра трижды был женат и имел 3 сыновей и 3 дочерей. Впрочем, возможно, эта цифра не соответствовала действительности. В мифе говорится о том, что от 3 сыновей Заратустры произошли 3 сословия – жрецы, воины и землепашцы. Кроме того, число 3 считается священным у многих народов. Тем не менее, дети у пророка были. Об этом сообщают многие независимые источники. Прожил он, согласно легенде, 77 лет, но как окончил он свой земной путь, достоверно неизвестно. Греческие историки говорят, что он был уничтожен небесным огнем и затем взят на небо. Восточные писатели вот что сообщают о его смерти. В некоторых записях говорится, что Заратустра погиб при осаде Балка, царской столицы. Один из чужеземных воинов ворвался в храм
и убил великого пророка. А Бундегеш, средневековый иранский документ, не ограничивается простым сообщением о смерти Заратустры, а описывает, как это произошло. По его версии, Заратустра просил у Бога бессмертия, но Ахура-Мазда сказал ему, что если бессмертие будет дано ему, то его следует дать и злому турбиратору, иначе загробная жизнь будет невозможна, и люди лишатся надежды на победу над злом в этом мире. Затем Ахура-Мазда показал Заратустре блаженство рая и страдания ада. И пророк заявил, что вполне доволен устройством этого мира. Такова в основных чертах легенда о великом пророке Заратустре. Но если сопоставить исторические документы, то мы обнаружим упоминание о жизни человека, который вполне мог быть реальным, Заратустрой, исторической личностью. Бесспорно, гипотеза, о которой сейчас пойдет речь, не считается единственной, однако она наиболее полная и логически непротиворечива из всех. Итак, целый ряд ученых полагают, что под именем Заратустры в VI веке до нашей эры выступал Спитак Спитама. Род Спитама был достаточно хорошо известен древним историкам. Эта фамилия встречается в деловых документах самого крупного банкирского дома того времени, дома Мурашу, сыновей Нипура. О ней же упоминается в самой Авесте. Это была богатая и влиятельная медийская семья, владеющая обширными поместьями в провинции Региана. Благодаря документам становится возможным уточнить и место рождения Заратустры. Греческий историк Теси сообщает, что это была Рага. Город впервые упоминается в бехистунской надписи. Кроме того, о нем говорится и в Авесте. В одном месте встречается упоминание о Раге Заратустровской, а в другом говорится, что Рага – 12-я прекрасная страна, созданная Ахура-Маздой. Более того, восточные историки сообщают, что дворец отца Заратустры стоял на берегу реки Дараджа на горе Сбар. Записи Ктесия проливают свет и на родословную Заратустры. По его словам, Спитама Заратустра был сыном дочери последнего медийского царя Астата и главы одного из медийских кланов. После завоевания Экбатана Киром мать Заратустры вышла за него замуж, так что дочь Кира Атосса была сестрой Заратустры по матери. Но если историкам удалось установить имена родителей Заратустры, возможно, и время его жизни также может быть вычислено. Из Бундехижа и Шахнаме и храмовых летописей всплывает знаменитая дата – 258 год до Александра Македонского. Эта дата – год основания религии Заратустры, а не год его рождения. Но мы уже знаем, что первые проповеди Заратустры прозвучали, когда ему исполнилось 30 лет. Кроме того, существует еще одно, пусть и косвенное, свидетельство – история Кипариса, посаженного Заратустрой в память обращения царя Гестаспа. Кипарис был посажен у храма огня в Хурасане, и на его стволе сделана надпись «Гуштасп принял благую религию». Халиф Ал-Мутавакль срубил кипарис во время гонений на зороастрийцев в 860 году по христианскому летоисчислению. Трудно поверить, но дереву в это время было более 1450 лет. Разумеется, годовые кольца на стволе кипариса не считали, однако исторический промежуток они указывают довольно точно, и он совпадает с тем, который стал известен из рукописей. Остается произвести подсчет.
Спитама Заратустра родился в 569 году до нашей эры и основал новую религию в 538 году до нашей эры. А умер он, прожив 77 лет, в 492 году до нашей эры. Как и любая гипотеза, эта версия вызывает немалые возражения. Прежде всего вызывает сомнение то, что в Гатах Заратустра не раз упоминает о недостатке материальных средств. Но если он был сыном одного из богатейших родов, то не должен был терпеть нужду. Возможно, он дал обет добровольной бедности, но зороастризм вовсе не требует от своих последователей аскетизма. Он лишь указывает на то, что богатство должно быть нажито честным путем. А может быть, семья была разгневана тем, что Заратустра покинул отчий дом и стал проповедовать новую веру, и отказала ему в помощи. Таких примеров история знает немало. Многие из первых христиан, скажем, были знатного происхождения и после обращения оставили свой дом. А ведь Заратустра был не последователем, а основателем новой религии или, как минимум, ее реформатором. Как бы то ни было, в Гатах в Авесте упоминается целый ряд членов семьи Спитама. Да и сам автор Гат называет себя Спитамой. Так что, возможно, историкам удалось установить настоящее имя пророка и определить время его жизни. То, что Заратустра оказался при дворе царя Дария Гестаспа, также вполне объяснимо. Этот великий правитель стремился объединить разрозненные персидские державы в одно мощное государство. Зороастризм мог стать для персов мощным объединяющим фактором, той основой, на которой новое государство сплотилось бы вокруг центра. Собственно говоря, Дарию удалось достичь поставленной цели. Его правление было блистательным, и лишь греко-персидские войны омрачили конец его царствования. Кстати, если мы обратимся к знаменитой бехистунской надписи, высеченной по приказу Дария в скале в 516 году до нашей эры, то узнаем любопытные вещи. Дарий сел на трон государства Ахеменидов в период смут и неразберихи, которые начались после неожиданной смерти Камбиса, предыдущего царя Персии. Вот как выглядит событие тех лет в изложении самого Дария. Некто именем Камбис, сын Кира, из нашего рода, был здесь царем. Этот Камбис имел брата по имени Бардия, от одного отца и одной матери. Камбис убил этого Бардию. Народу было неизвестно, что Бардия убит. Затем Камбис пошел в Египет. Когда Камбис пошел в Египет, народ возмутился, ложь распространилась в стране, как в Персии, так и в Медии, ровно, как и в других странах. Был человек, маг по имени Гаутама, возмутившийся в Пишиявада, у горы Аркадриш, откуда он начал бунт. В месяц Севиакне 14 числа он возмутился. Народу он лгал, говоря: «Я Бардия, сын Кира, брат Камбиса». Тогда весь народ отпал от Камбиса к нему, и Персия, и Медия, и прочие страны. Он захватил власть, это было 9-го Гармапада. Тогда Камбис умер, умертвив себя. Трудно более лаконично изложить историю самозванца. Дальнейшие события хорошо известны. Гаумата, захватив власть, долгое время оставался безнаказанным. Самозванца удалось победить Дарию Гестаспу, которому в тот момент исполнилось 28 лет.
При этом он не обладал значительной военной мощью. В надписи упоминается о том, что Гаумату он победил с немногими людьми. После блистательной победы Дарий взял в жены дочь Кира Атосу. Этот брак призван был подчеркнуть единство династии Ахеменидов и законность унаследованного им царского достоинства. Вероятно, именно об этом шла речь в легендах о Заратустре. Однако в бехистунской надписи Дарий прямо говорит: «Волей Ахура-Мазды я стал царем, Ахура-Мазда вручил мне царство». А в другом месте упоминает о том, что помолился Ахура-Мазде перед битвой. Получается, Дарий стал зороастрийцем еще до своего воцарения. Тогда к какому же двору пришел Заратустра? И был ли Гестас царем, когда встретился с пророком? С момента, когда Заратустра получил откровение и стал проповедовать, до восшествия Дария на престол прошло ни много ни мало 16 лет. Таким образом, если Заратустра в 30-летнем возрасте прибыл ко двору Дария, то будущему царю было 12 лет. Можно, конечно, предположить, что некоторое время он провел в пути, однако в легенде упоминается жена Дария, его сын-наследник, который появился на свет несколько позже. Расхождения между легендой и историческими документами легко объяснимы. Великим государственным деятелям нередко приписываются подвиги, которые совершались задолго до их рождения или через несколько десятилетий после их смерти. Но как быть с надписью, высеченной по приказу самого Дария? Точный ответ на этот вопрос дать трудно. Но можно высказать несколько предположений. Прежде всего, Заратустра мог действительно встретиться с Дарием задолго до того, как тот стал царем. Тогда его мифическое появление при царском дворе и состязание с мудрецами не более чем дань литературной традиции. Ведь и в эпических произведениях, и в сказках герой, прежде чем достичь вершины, должен пройти через испытания, в том числе человеческой неблагодарностью и клеветой. Второе предположение основано на другой, не менее древней традиции. Это переписывание историй. Надпись появилась в 516 году до нашей эры, через 6 лет после победы Дария. За это время он вполне мог обратить царя в истинную веру. А затем Дарий как бы задним числом сообщил о молитвах Ахура-Мазде и дарованной им победе. Интересно, что это сообщение могло появиться лишь в том случае, если зороастризм уже получил распространение среди персов и был принят ими как откровение свыше. Иначе Дарий подвергся бы немалому риску как правитель, ломающий вековые традиции. Что же касается пророчеств Заратустры, большая часть из них носит характер ответов на вечные вопросы. Как устроен мир, что его ожидает, что таится за гранью смерти. Несмотря на то, что человечество сумело раскрыть многие загадки мироздания, оно все еще не нашло разгадки тайны жизни и смерти, добра и зла, начала и конца этого мира. Быть может, поэтому наука никогда не сумеет заменить религию. Зороастризм существует до сих пор, и хотя он не входит в тройку великих мировых религий, у него немало последователей. Иранцы с гордостью показывают туристам священный огонь, который по преданию зажег сам Заратустра.
За всю историю страны, иногда очень неспокойную, он не угасал ни разу. Как и тысячи лет назад, последователи Заратустры становятся вокруг огня и, глядя в пламя, повторяют священные тексты и вносят свою лепту в извечную борьбу добра и зла. Вот так, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, если тема была вам интересна. Подписывайтесь на канал. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.